Такая композиция, несомненно, украсит ваш стол в праздник Пасхи. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Для основы я использую кусок пенополистирола. Его размер 13 на 40 см, толщина 5 см. Это строительный материал, который можно найти, соответственно, в строительных магазинах. Вместо такого материала можно использовать флористическую губку или же обычный пенопласт. С помощью канцелярского ножа придаю ему нужную мне форму. Получилась вот такая горка с небольшой асимметрией. Поверхность оборачиваю неткаными салфетками и делаю это для того, чтобы на эту основу можно было удобно и надежно приклеить все декоративные элементы. Снизу подклеиваю кусочек картона, и не обязательно использовать гофрокартон, это может быть любой картон, плотная бумага, фетр и тому подобное. Вот такой декоративный мох на пенопласте я когда-то покупала в садовом центре, но вполне можно обойтись и без него, просто использовать другой похожий материал, например, тот же стабилизированный мох, который я покажу позже. Этот древесный грунт для орхидей я уже использовала в своих работах. У меня он довольно крупный, что очень удобно. Сейчас все элементы к основе я приклеиваю на термоклей. Не стараюсь кусочками коры закрыть все пространство, потому что между буду добавлять вот такой мох-ягель. Это уже натуральный стабилизированный мох. И на этом этапе также еще остаются промежутки. В них добавляю сухую траву. Оставшиеся мелкие промежутки заполняю мхом. Это уже другой мох. Он сухой, легко разделяется и применяется как декоративный наполнитель во флористике и в подарках. В композиции буду использовать вот такой шарик. Он сделан из виноградной лозы, а также разные искусственные цветы и веточки. Эти элементы я уже не буду приклеивать. Крепить буду или с помощью проволоки, или же используя обычные зубочистки.
Сначала закрепляю шарик, а затем цветы и зелень. И вот такое основание получилось. И оно уже может быть самостоятельной композицией, не требующей дополнительных элементов. Но я сделаю акцент на пасхальной теме и добавлю декоративные яйца, которые закреплю на ножках. Из оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм сделаю ножки для яиц. Отрезаю кусок проволоки. А чтобы скрутить спираль, делаю приспособление. В пластиковой бобине катушки делаю отверстие, в которое завожу конец проволоки. И делаю 3 витка из проволоки. А дальше получившуюся пружинку растягиваю по размеру яйца. При этом пружинка получается воронкообразной. Таким же способом делаю ножки и для других яиц. Всего будет 2 больших яйца размером 9 на 7 см и 5 яиц размером 6 на 4 см. И получилось вот так, но 2 больших яйца я решила задекорировать сухой травой, мхом и маленькими веточками цветов. Устанавливаю яйца на ножках в композицию, распределяя их на разной высоте. Кстати, стабилизированный мох имеет приятный кисловато-сладкий запах. Это придает таким композициям дополнительный эффект природной натуральности. Желаю мира в каждом уголке нашей планеты, в каждом доме и в каждой душе. Буду рада вашим комментариям и лайкам. Они очень помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.